Боль в суставе. Кто из нас не испытывал хоть раз в жизни боль в том или ином суставе? В коленном, голеностопном, тазобедренном, плечевом и в других. Вот болит оно вроде бы как одинаково, а суставы разные. Есть ли какие-то общие причины боли в суставах? Если есть, то какие? Как лечить боли в суставах? Болит ли это сустав или что-то другое? Вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Что может болеть в суставе? Какие причины боли в суставе? На что обратить внимание при лечении и как не допускать возникновения боли в суставе? Для того, чтобы понять, что может болеть в суставе, нам нужно для начала разобраться, что, собственно говоря, такое сам сустав. Это шарнир в машине, который просто что-то движется, или все-таки у него гораздо более широкие функции? Ну, начнем все-таки с анатомии сустава. Что он из себя представляет? Это две кости, покрытые хрящами, вокруг которой объединяются суставной сумкой, соединяющей эти две кости, связками околосуставными, а в некоторых суставах, например, в коленном, еще внутрисуставные связки, и синовиальной оболочкой, которая находится внутри сустава и вырабатывает ту самую синовиальную жидкость, о которой вы наверняка все слышали, которая смазывает хрящевые поверхности сустава. Но, собственно, сустав, он пассивная структура. Сам по себе он двигаться не может. Он может двигаться либо под воздействием силы тяжести, то есть вы отпустили ногу, и она согнулась в коленном суставе, вы усилия не прилагали. А сустав управляется мышцами вокруг сустава, или, как мы говорим, периартикулярными мышцами, мышцами, окружающими сустав. Но сустав на самом деле в движении не так уж и пассивен. Сустав активно управляет движениями за счет рецепторов или вот тех чувствительных элементов, которые находятся внутри сустава, которые через мозг управляют мышечным ансамблем, движущим в суставе. То есть, что делают рецепторы? Они сообщают мозгу о положении костей относительно друг друга, о скорости движения в суставе, с какой скоростью движется одна кость относительно другой, о давлении внутрисуставной жидкости, то есть насколько нагружен сустав. И при этом есть особенность. Если каждая мышца о себе сообщает отдельно, что вот я там растягиваюсь, или я сокращаюсь, я напрягаюсь, то суставное рецепторное поле или чувствительное поле, оно сообщает о движении. То есть, как движется сустав, в каком направлении. Если это одноосный сустав, блоковидный, допустим, вот типа коленного, ну там только сгибание и разгибание. А вот многоосный, тазобедренный, плечевой, вот тут уже сустав сообщает, в каком направлении движется, допустим, плечевая кость относительно лопатки, с какой скоростью, с каким усилием. И вся эта информация напрямую поступает в головной мозг, подкорку. И уже в нашем центральном компьютере в головном мозге происходит анализ. Какую мышцу надо напрячь сильнее, какую мышцу надо чуть-чуть ослабить, какое движение притормозить. И вот эту всю справочную информацию для мозга, как правильно управлять мышцами, и дает сустав. Потому что неправильное взаимодействие мышц между собой может привести к массе проблем. Допустим, на коленном суставе разгибатели будут гораздо сильнее сгибателей, а мы тогда не сможем согнуть в ногу в суставе. Допустим, в плечевом суставе задняя головка дельтовидной мышцы будет сильнее передней головки. Мы не сможем повернуть нормально руку назад, привести, будем все время ходить с отведенной рукой. Поэтому вот это рецепторное поле, оно управляет мышцами, обеспечивающими движение в суставе. То есть без правильного функционирования сустава нет правильной организации движения в суставе. Но как боль может ограничить это движение? И какая боль? Боль, собственно, суставная или все-таки боль окружающих тканей сустав, окружающих мышц сустав?
Вот об этом мы сейчас с вами дальше поговорим. Соответственно, мы с вами разобрали, что в суставе есть внутрисуставные элементы, элементы окружающий сустав, элементы, обеспечивающие движение в суставе. Так вот, боль, собственно говоря, может быть продуцирована или развиваться в любом из этих элементов. Боль может быть внутрисуставная, то есть воспалительная боль, воспалилась синовиальная оболочка, синовит. Как организм узнает об этом? Увеличивается производство синовиальной жидкости, она начинает давить на синовиальную оболочку, она придавливается к капсуле сустава, возникает боль. Кстати, вот пожилые люди часто говорят о том, что я любую погоду чувствую лучше любого вашего барометра. Почему? Потому что синовиальная оболочка прижимается суставной жидкостью к окружающей капсуле сустава и сдавливает ее, а та с возрастом становится менее растяжимой. То есть проблема внутри сустава, проблема той же синовиальной оболочки. Но может быть и связочная проблема, связок окружающих суставов. Могут быть они воспалены, так называемый лигаментит, воспаление, мы видим отечность, покраснение, боль при движении. Но еще есть проблема мышц окружающих суставов. То есть, собственно, мышцы, окружающие сустав, или мышцы, которая отражает боль в области сустава, миофасциальную триггерную боль. И нам нужно понимать, а как нам отличить? Это боль собственного сустава? Или это боль окружающих сустав тканей? Или это мышечная боль? Ну, первый, самый базовый механизм. Если боль собственно сустава, то она возникает и при пассивных, когда мы двигаем сустав, то есть врач или массажист работает суставом, пациент не напрягается. И при активных движениях, когда пациент сам двигает суставом. При этом боль при активных движениях в данной ситуации усиливается. Если же боль мышечная и даже, может быть, связочная, невоспалительного характера, тогда при активных движениях боль присутствует и усиливается, а при пассивных движениях, когда мы двигаем, боль минимальная или ее нет вообще. И тогда мы понимаем, что активные двигательные элементы – это мышцы, они виноваты в этой боли. Они вызывают боль. И лечить, собственно, сустав в данной ситуации, ну, абсолютно бессмысленно. Если мы не решим проблему с мышцами, боль не уйдет. То есть мажьте сустав, ударной волной по нему стучите, ультразвуком, внутрь сустава что угодно вводите. Не поможет. Надо лечить что? Мышцы. Причинами боли и проблем в суставах можно разделить на три основные группы. Это специфические причины, включающие инфекционные, причины гормональные, причины кристаллические, та же подагра, псориатический артрит, которые нужно первоначально лечить. То есть нельзя вылечить сустав, не устранив первичную причину. Если это подагра, нужно первоначально лечить подагру, снижать уровень мочевой кислоты, диету, все, и заниматься суставом. Не устранив подагрические причины, мы не устраним проблему сустава. Вторая причина – это травмы, травматические причины. Травмы собственного сустава, то есть хряща, костей, входящих в сустав, околосуставных связок. Здесь, конечно, в первую очередь необходима консультация и лечение у травматолога. То ли это хирургическое уже вмешательство в тяжелых случаях, то ли консервативное лечение, применение ортезирования, тейпирования и других методов, потому что есть свой период заживления каждой травмы, своя длительность и в зависимости от сустава. То есть сустав опорный, сустав неопорный, у коленного будет одна длительность, у локтевого другая, у плечевого третья и так далее. Это специфическая терапия при травматических повреждениях. Но есть еще третья причина – это нарушение биомеханики сустава. И вот это, на первый взгляд, самая неочевидная причина является самой важной, самой сложно диагностируемой и вызываемой множество проблем. Почему? Потому что нарушение биомеханики вызывает микротравматизацию.
по принципу капля камень точит. Потихонечку, постоянно, что-то чуть-чуть травмирует. И также по принципу капли, капающей в чашечку. Просто часто пациенты спрашивают, что вот я вот делаю то же самое, что и мой сосед, у него все нормально, а у меня вот сейчас что-то происходит не так. Чашечка у каждого своя, то есть объем компенсации у каждого свой. Поэтому у кого-то вот такой период времени, там 2-3 года, а у кого-то 20-30 лет. Но это не значит, что это не произойдет там, через 20-30 лет. А нарушения биомеханики в первую очередь связаны с неправильной работой мышц окружающих суставов. Причем это может быть как привычная рабочая поза неправильная. Допустим, человек работает автослесарем, там, под подъемником, в яме, у него рука все время поднята, он вынужден что-то там наверху крутить. Неправильная рабочая поза приводит к асимметричной работе мышц в области плечевого сустава, а возникает проблемы плечевого сустава. Или, ну, допустим, швея, она сидит за машинкой, и у нее все время работает один голеностопный сустав, который давит на эту педальку, которая стоит под швейной машинкой. И в итоге возникает асимметрия работы мышечных групп, которая не только сам может сустав повредить, собственно, голеностопный, но и дальше пойдет вверх коленный, тазобедренный, плечевой сустав. Но это не значит, что это произойдет вот сейчас, вот явно, как при травме. А это может когда-то. То есть человека неправильно работают мышцы вокруг коленного сустава, он в повседневной жизни не замечает. Там в метро бегает, за автобусом. И тут он поехал на горнолыжный курорт, и эта неправильная работа мышц уже создала предготовность к травме. То есть он поехал на курорт, встал на горные лыжи, и небольшое неправильное движение, и нет мениска, разрыв мениска. На ровном месте, вроде бы ничего не делал. Но тем и опасна микротравматизация, тем и опасны биомеханические нарушения, что они имеют так называемую накопительную или кумулятивную природу. То есть капелька, капающая в чашку с водой, а у каждого свой объем чашки. То есть, что нужно? Удалять мениск или все-таки восстановить функцию мышц, окружающий сустав, так как все-таки сустав структура пассивная, а активными являются периартикулярные или мышцы, окружающий сустав. Причем в любом случае, в любой из трех причин возникновения, групп причин возникновения проблем в суставе, необходима работа с мышцами, окружающих сустав, с целью стабилизации сустава и предотвращения либо дальнейшего развития проблем сустава, либо его дальнейшей микротравматизации. Но вот здесь как раз есть тот момент, который требует отдельного разбора. Какие упражнения для каких суставов будут более специфичными и более важными? Разберем их более подробно. И понимая о том, что без упражнений, направленных на укрепление мышц, окружающих сустав, нам не обойтись ни в одном случае, мы должны понимать, какие же упражнения и как подобрать. Но в первую очередь нам нужно понять, какую проблему сустава мы решаем. Первое – это стабилизацию сустава, когда сустав нестабильный, или увеличение объема движения в суставе и предотвращение развития биомеханических нарушений. То есть, если сустав нестабилен, выполнять в нем объемные амплитуды движения нельзя, они приведут к дополнительной травматизации. Например, привычный вывих плечевого сустава. То есть существует асимметрия функции большой мышцы, которая называется дельтовидной. У нее есть передний пучок, средний, задний. И вот если задний пучок чрезмерно укорочен, напряжен, а передний растянут, то при попытке взмаха рукой головка плечевой кости выскочит вперед, будет привычный вывих плеча. Соответственно, дать сюда амплитудное движение – это преступление. Что нужно сделать? Нужно назначать изометрические упражнения для укрепления мышц, стабилизирующих сустав, как в данном примере для передней порции дельтовидной мышцы. И только когда вот это все уже отстабилизировано, все мышцы нормально работают, можно назначать амплитудные движения, то есть переходить ко второй фазе тренировок.
А если же существует проблема ограничения движения в суставе, вызванная мышечными причинами? Ну, например, человек сидячего труда. Сегодня многие работают сидя, с согнутыми коленными суставами. Соответственно, мышцы, обеспечивающие сгибание коленного сустава, они укорачиваются и ограничивают полноценное функциональное разгибание в колене. Ну, самый простой пример. Человек при вставании со стула, при разгибании колен чувствует щелчок. Так, щелк. Он, щелкает. Ну, даже придя к доктору, он говорит, у меня щелкает. Что делать? Добавлять стабилизирующий? Нет. Мышцы и так укреплены. Нужно добавлять стретчинг, растяжение мышц, укороченных над суставом. То есть растянуть. Но здесь важно понимать, что есть мышцы, которые односуставные и двусуставные. То есть вот мышцы под коленом, они будут над тазобедренным суставом растянуты, а укорочены под коленом. Соответственно, нужно их растягивать в области коленного сустава. И только вот это правильное взаимодействие с физическими упражнениями при тех или иных проблемах суставов позволит стать вам эффективным специалистом, правильно применяющим и специфическую терапию, и методы лечебной физкультуры в терапии патологии суставов. Я думаю, что для тех, кому интересна эта тема, кто хочет получить дополнительные навыки, развить свои способности, на нашей образовательной платформе, ссылка будет в описании внизу, есть курс «Артродинамика 2.0», где подробно разбираются и методы диагностики патологии суставов, и терапии патологии суставов, лечебная физкультура. То есть вот этот весь комплекс проблем, которые мы с вами сегодня обсуждали, которые мы хотим решить. Ну и решив эти проблемы, остается только пожелать всем здоровья, успехов в своей работе и, главное, будьте счастливы.